Привет всем, с вами Эндумер, 30 уровень Alien Vendetta, финальный среди официальных уровней, не считая там секретных, там дополнительных всяких, которых там еще у нас впереди будут. Этот уровень вот как бы завершает этот ват, конечно, не совсем логично, как я это, не логически, точнее, как я говорил это в прошлом 29-м, но формально и буквально это точно так. Так что это уровень финальный, уровень последний для Alien Vendetta, и он будет содержать икону греха, стало быть, вперед на покорение ее. Итак, 30 уровень называется Point Dreadful, то есть ужасная какая-то точка ужаса или что-то около этого. 6 монстров, 1 секрет и, конечно же, наверняка это предполагает, что икона греха находится здесь, так как монстров преступно мало. Начинаем на какой-то звезде, непонятно, она не похожа на какую-то адскую пентаграмму или что-то типа этого, больше похожа на советскую звезду, пятиконечную, обычную, или бальзам звездочка, или логотип киберспортивной команды Гамбит. В общем, на что-то такое больше похоже. Сразу дается мне рюкзачок и классический уже довольно антураж адский, как и примерно там 2 или 3 предыдущих уровня. Вот это лава, красные камни, вот это адское все и, конечно же, трупы на кольях. Что же, эта лава не жжется, поэтому нам дают тут побегать, пособирать всяческие оружия, потому что уровень закона греха не предполагает исследования чаще всего. Хотя в комментах к прошлому уровню написали, что там 30 уровень TNT, он такой довольно длинный, там и побегать, повоевать, и в конце икона греха. Согласен, но почему-то тенденция и опыт, точнее опыт говорит о том, что чаще всего это просто такой короткий уровень бой с иконой греха, и крайне редко TNT-шный случай, когда нужно еще до нее добираться, поэтому оружие выдают сразу, и обстановка все точно такая же, как я и говорил, опять же, красный кирпич вот этот, или мрамор красный, чтобы это ни было, красное адское небо, в общем, все адовое, адское. И один секрет выдают нам сразу, то есть искать ничего не придется. Что это было? Какой-то ужасный, адский, подритузный звук, как будто кто-то там, не знаю, в лучшем случае почувствовал себя не очень хорошо и имеет проблемы с ЖКТ. Но 6 монстров, которые были на этом уровне, почему-то умерли. Что-то с ним приключилось, я даже не успел их увидеть, зачем это было, я не знаю, но звук был совершенно нетипичный для Дума, я не знаю, что это было, но было неприятно. Что ж, я понимаю, что этот портал перенесет нас как раз-таки к иконе греха, и я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что я прав, поэтому давайте проверим. Да, совершенно точно, это икона греха, и прежде чем мы начнем с ней драться, прежде чем я начну изучать этот бой, я сделаю сразу одну вещь. Для того, чтобы все было чисто, все было правильно, потому что я могу эту икону греха убить хоть отсюда без проблем, благодаря тому, что у меня есть маус-лук. Некоторые, конечно, считают вот что, я таковым его не считаю, но в случае иконы греха, это, конечно, ситуация может быть мне крайне-крайне на руку, поэтому я впервые в истории канала на своей гозе отключу попросту маус-лук, для того, чтобы я мог сражаться с этой иконой примерно как это было задумано, или хотя бы как это по-правильному. Вот, в том-то и дело, потому что с маус-луком слишком прост этот бой будет. Что ж, поэтому все, я загружаюсь еще разок, проверяю, маус-лука нет, маус-лука и не будет, все, вверх-вниз я смотреть не могу, поэтому бой будет чистым. Ну что ж, вперед, покорять последний уровень Alien Vendetta. Я так понимаю, здесь чисто втородумовская история. Вон там стоят факелы, наверное, отображающие платформу, по которой мне нужно подняться. Этот рубильник ее спускает. В общем-то, здесь как-то даже немножко попроще, чем во втором Думе мне видится, потому что все так же здесь есть эти платформы, но спускаться там в самый низ падать не надо, и также ты поднимаешься и запихиваешь ракеты. Что ж, с первого раза мне это не удалось. Будем пытаться еще, что удивительно, сразу крутых жирных мобов мне набросало. Ой, чуть не упал вниз. Чуть не успел на лифт. Ну и тут я, наверное, перезапущу бой, потому что я пока изучаю только его, и слишком много ошибок, косяков понадопускал. Это, конечно, непозволительно. Так вот, значит, задача моя заключается в чем? Мне нужно подниматься по этой платформе, так же, как и во втором Думе, и, в общем, подниматься и закидывать ракеты в отверстие, в разверстый лоб этой иконе греха и, в общем-то, кормить ее ракетами. А что снизу? Какая-то нереально глубокая яма, кислота точно так же, как и во втором Думе, но мне не нужно, по всей видимости, в нее падать, потому что платформа-то стоит сверху, а здесь у меня ничего и нет. То есть мне это и не нужно. Хорошо. Значит, таким образом, мне нужно нажимать на этот рубильник, так вот подниматься, закидывать ракеты, возвращаться обратно. В общем, вся классическая втородумская история. Ничего большего, ничего здесь
извращенческого нету, что меня, конечно же, безмерно радует, потому как некоторые авторы ВАДов, оп, попал, некоторые мапмейкеры делают такую неприятную грязную вещь, то, что они этот бой с иконой греха делают каким-то таким... Так, вот тут надо поскорее, мне кажется, потому что я в тот раз опоздал на лифт. Делают этот бой с иконой греха каким-то таким неочевидным, каким-то, можно сказать... можно сказать, запутанным немножечко в том плане, что они как-то пытаются спрятать там саму эту голову Джона Ромеро внутри, там поднять какую-нибудь там заслонку, чтобы я не мог стрелять из рокет-лаунчера нормально, чтобы обязательно мне там надо было помучиться с этим. Ну, то есть такая вот история бывает, присутствует. Что мне обязательно что-то нужно сделать до этого, что-то нужно сделать еще, чтобы я смог наконец-то после этого сделать то, что я делаю вот сейчас, а именно закидывать ракет. Ну, я не думаю, что мне стоит каждый раз спускаться обратно и подниматься, потому что мне банально... О, нет, заспавнился Арчвау, вы посмотрите на это. 0.8% шанс, что из иконы греха, из его куба заспавнится Арчвау. И это произошло. А еще раз, я могу набросить, интересно? Ну нет, так точно не получится. Арчвайл, там шанс, ну просто катастрофически маленький на то, что такая вещь получится, и Арчвайл проспавнится, но это реально случилось. Можно сказать то, что мне повезло наоборот, но в этом весь я бы не был индумер, да, если бы у меня не было везения такого рода, которое мне абсолютно не нужно. Чтобы заспавнился Арчвайл, с которым бой такого типа... Еще один Арчвайл, да ладно! Чтобы бой такого типа с иконой греха был намного труднее, чем он есть на самом деле. Для этого спавнится Арчвайл. Конечно же, это мое все. Как я уже сказал. Да я из-за тебя не успел на лифт. И мало того, что заспавнился Арчвайл, так заспавнился еще и второй. Реально шанс там самый маленький среди спавна всех мобов. Куда упал Арчвайл, я даже не заметил. Там реально 0.8%, по-моему, если память мне не изменяет. И это произошло, это именно так и получилось. И почему меня не удивляет это? Ну, думаю, вы прекрасно знаете и сами. Интересно, он умер или нет? Или упал куда-то вниз? Кажется, умер. Вот, поэтому здесь в этом плане попроще с этой иконой греха, что, о, нет, что никаких дополнительных манипуляций не нужно. То есть ты просто поднимаешься на платформе и, в общем-то, расстреливаешь ей этот лоб. И не надо там что-то еще где-то нажать, кого-то убить. Кто-то ставит туда кибердемона, чтобы сначала нужно было его убить, прежде чем ты мог попасть. Ну как я мог промазать-то? Давай! Нет, не попал, к сожалению. Вот здесь в этом плане, конечно, все попроще и более по-классически, по-перводумски. Но мне кажется, в те годы еще не умели делать особо. Хотя в Плутонии там был кибердемон, стоящий, мешающий стрелять спокойно в икону греха, поэтому могли бы подтянуть идею оттуда. Ну вот, в общем-то, и все. Получилось пройти Point Dreadful относительно быстро. От Андерса Джонсона, как я уже говорил, он наделал крайних вот уровней. Точнее, последних уровней для этого ВАДа, практически единолично. Там иногда подключался к нему какой-то человек. По-моему, в этом уровне тоже там приложил руку другой какой-то мапмейкер тоже, но здесь он почему-то не указан. Если это так, я проверю и запишу, конечно, в описании, как обычно. Что ж, довольно быстро прошли мы этот уровень, но что и говорить. Бой с иконой греха и не должен быть долгим. То есть это короткий уровень, как я уже обширно рассказал об этом в уровне в прошлом. Состоит просто из иконы греха, которую нужно просто понять, как убивать. И если нету дополнительных мешающих этому факторов, вроде стоящих кибердемонов, как в Плутоне, или заслонок там каких-то, если ничего такого нет, там, или поднимающихся, опускающихся платформ, короче, голь на выдумке хитра. Некоторые авторы прям делают прям очень-очень заморочено. Здесь ничего замороченного не было, нужно было добежать просто до лифта, кстати, я там пару раз там не добежал до него, то есть там нужно еще прилагать какие-то усилия, я так понимаю, к этому, то есть нужно реально быстро бежать бочком, потому что боковое передвижение в Думе самое быстрое. Напрямую, мне кажется, банально не успеешь ты добежать, но вот у меня получилось пару раз обломаться, но в итоге все получилось нормально. Также попадал в эту дырку, я не могу сказать, что эксперт по попаданию с рокет-лаунчера в такие места, это всегда довольно непросто, но удалось довольно быстро это сделать. Несколько раз промахнулся, несколько раз вернулся обратно, но, в общем, закидал ей ракет, и, в общем, все получилось хорошо. Не то, чтобы я хочу проходить этот уровень одним тейком, там, без сохранений, нет, мне это не важно, то есть мне главное пройти его. Я прошел так, как задумывали авторы.
Не умер там, по-моему, даже ни разу от монстров. Ну, в общем, все получилось нормально, все получилось хорошо. И для того, чтобы это удобоваримо смотрелось, я иногда загружался, да, не без этого. Отдельно, конечно, достало, что появилось 2 арчвайла. Это прям, это прям невероятно. Это прям очень-очень удивил меня, но в то же время и порадовал, потому что какое-то искусственное наслаждение было. Ну вот, в общем, и все. Давайте посмотрим, может, что напишут. Текст. Итак, вы уволили босса. Кто теперь главный? Это не ваша проблема, и вам насрать. Они свое получили. Вы, значит, убираете свой Rocket Launcher в ранец и начинаете перемещаться по руинам ада. Вы удивляетесь, сможете вы найти такси или что-нибудь? Потому что после всего этого безумия и беготни вокруг, вы думаете, что вы заслужили хороший отдых. А также какую-то экстраординарную награду. Вы стоите там, глядя наверх, переминаясь на своих ступнях в ожидании. Вот, в общем, такой немножко лиричный финал, что это даже непривычно, давненько мы не читали сюжетные тексты, но, в общем, все так и получилось. Мы всех развалили, и нам, в принципе, и на это пофигу, мы слишком крутые для того, чтобы об этом даже задумываться, просто хочется домой, и мы ждем таксишку, если она, конечно, существует в аду. Что ж, ну и после этого начинается классический показ монстров, но картинка здесь, как мы видим, импортированная, то есть необычная икона греха на фоне, а видно один из уровней Alien Vendetta. Вот только я смотрю на него, и, если честно, я что-то не могу припомнить, что это за уровень такой. То есть абсолютно очевидно, что это какая-то пещера, снизу море лавы вот этой вот. Отовсюду стреляют Hell Knight, там какие-то импы бродят, но сверху стреляют ревенанты. Но я не помню такого уровня. Я реально не помню такого уровня в Hell Revealed в Alien Vendetta. Возможно, это тот самый 25 уровень, который выпилен. Думаю, что знатоки, люди знающие, в комментариях подскажут по поводу, что это за картинка, откуда, из какого уровня, потому что я не припоминаю, и какова вероятность спавна арчвайлов. Думаю, что небольшая, потому что видишь их в уровне с иконами греха крайне редко. Что ж, ну все получилось, как получилось. Довольно здорово это было. Классические 30 уровней Alien Vendetta позади, и они были очень крутыми. Я, конечно, еще буду проходить секретные 2 уровня, и там 3 уровня дополнительных, о которых там рассказывал много раз. Но по поводу вот именно классики, именно вот 30 уровней настоящих Alien Vendetta, это было здорово, чуваки. Это было долго, это было реально долго, больше 2 месяцев, и понравилось, действительно понравилось. Хороший, отличный уровень, вадник. Конечно, меньше, чем на 5 с плюсом не оценить. Шедевр, чистый шедевр, а тем более в те годы. Это что-то невероятное, поэтому, конечно же, я думаю, в коллекцию он идет, и некоторые уровни захочется переигрывать снова и снова. Конкретно вот эти адские крепости всевозможные, там египетские пирамиды, и там одни из некоторых последних вот уровней, там 25-26, там, которые очень мясные, слотерные, надолго отложатся в памяти, и играть в них захочется еще, поэтому, может быть, когда-нибудь поиграем там где-нибудь на стриме или что-нибудь попробуем такое, может, какой-нибудь мод будем смотреть, ну, обязательно, думаю, к этому вернемся. Также рекомендую вам поиграть самим, для того, чтобы, так скажем, ощутить все это и увидеть воочию. На своей шкуре, на своем примере, так скажем. Больше добавить нечего, я, наверное, еще попозже скажу об этом, когда мы вообще будем закрывать вопрос Alien Vendetta, но пока что вот так. Вадник великолепный, почести, благодарности, верховные весомые, как говорится, и сплошное удовольствие. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте свое мнение в комментариях под этим видео. Также забегайте в телеграм-канал обязательно. Спасибо за то, что посмотрели это видео, до следующих уровней, пока.